начале XX века Урал становился центром советской промышленности. Однако в регионе не хватало квалифицированных кадров. Было решено создать новый университет. В его состав вошли инженерные, естественно-научные и гуманитарные институты. 19 октября 1920 года Владимир Ленин подписывает декрет об учреждении Уральского государственного университета. Так начинается история самого крупного вуза на Урале. Уже в 1924 году университет выпускает 6 первых инженеров и далее ежегодно выпускает специалистов для металлургии, химии, горного дела, инженерии. Это существенно помогает всему Советскому Союзу вставать на индустриальные рельсы. В 1933 преподаватели и студенты участвуют в реконструкции Верхесецкого завода. Благодаря усердному труду профессоров вуза запускается первый в стране никелевый завод. Не без помощи университета начинают работу завод «Уралмаш» и другие заводы-гиганты Урала. Внеся заметный вклад в индустриализацию страны, в конце 30-х Уральский университет возвращается к классическому образованию. Нужно было восполнять возникший в стране дефицит специалистов широкого профиля. К началу 40-х годов инфраструктура вуза представляет собой крупнейший в стране комплекс учебных корпусов, жилых зданий и общежитий для студентов. Великая Отечественная война. Сотни добровольцев отправляются защищать Родину прямо со студенческой скамьи. Однако учебная и научная деятельность не прекращаются. Ученые-химики открывают сульфаниламидные препараты. Это позволило медикам спасти сотни тысяч жизней. В ходе войны звание Героев Советского Союза присваивается 14 студентам и сотрудникам университета. В 1946 году Уральский университет, один из первых в Советском Союзе, готовит специалистов для других стран. 110 человек из Азии и 17 из Восточной Европы. В 1956-м уральские студенты отправляются собирать урожай на целину. Так появляется движение студенческих отрядов. Куртка с нашивками для бойца отряда и сейчас гордость. В 1959-м на физтехе запускают циклотрон. Ученые создают безводную технологию переработки ядерного топлива. Это новый период в освоении мирного атома. Выпускники физтеха развивают атомную промышленность по всему Советскому Союзу. В это время страна совершает рывок в научно-техническом прогрессе. Советский человек первым летит в космос. Для университета это время становления естественно-научных и гуманитарных школ. Теперь они имеют общероссийское и мировое признание. В 1965 году открывается Кауровская обсерватория. Новая возможность для астрономов и физиков заглянуть в глубины Вселенной. Очередной шаг к инновациям происходит в 1967 году. Открылась учебная телестудия. Впервые проводятся дистанционные уроки. Теперь люди в любой точке страны могут учиться на удаленке. И это за четверть века до интернета. В конце 60-х заложили ботанический сад Уральского университета. Он и теперь особо охраняемая природная территория федерального значения. В 1974 году в университете появляется отдел редких книг. В нем собирают уникальные издания, начиная с 17 века. В 1976 году студент Уральского вуза впервые становится призером Олимпийских игр. А в 1982-м старший научный сотрудник кафедры экспериментальной физики покоряет Эверест в составе сборной страны. Спорт навсегда становится визитной карточкой высшего учебного заведения. Когда страну сотрясает новость о трагедии на Чернобыльской АЭС, вуз не остается в стороне. Отряд дозиметристов отправляется в Припять ликвидировать последствия катастрофы. В 1987-м Уральский вуз становится первым в стране по изобретательской деятельности среди вузов, а затем университетским узлом космической связи. В
В 1990 году при вузе открывается школа для одаренных детей СУНЦ. Лицей и сейчас один из сильнейших в России. В 1997-м открывается международная школа журналистов BBC. Университет принимает у себя встречу первых леди Соединенных Штатов и России. В 2008 году высшему учебному заведению присваивается имя самого известного выпускника, первого президента России Бориса Ельцина. Спустя год, 21 октября 2009 указом главы государства в Екатеринбурге учрежден Уральский федеральный университет. 35 тысяч студентов, 4 тысячи преподавателей. УрФУ сразу становится площадкой для проведения форума гражданских обществ России и Германии «Петербургский диалог». Участвуют первые лица государств. В 2012 году впервые проводится торжественная церемония вручения дипломов в международном формате, самый большой вузовский выпускной в России. Спустя год университет запускает образовательную акцию «Тест-драйв». Она дает возможность школьникам со всей России и даже других стран протестировать студенческую жизнь. В этом же году Уральский федеральный становится участником глобального проекта «5-100». Его цель – вывести вузы России в мировую лигу. За время участия в нем УрФУ совершает качественный рывок в развитии, заняв уверенные позиции в лиге ведущих университетов страны и в топе мировых рейтингов. Немалую роль в прорывах играют коллаборации с Уральским отделением Академии наук и индустриальными партнерами. В 2015 году прямо из университета стартует первая метеоритная антарктическая экспедиция УрФУ. Ученые не одно десятилетие исследуют небесные тела, найденные в разных точках планеты. В 2016 году университет принимает у себя первый форум ректоров сетевого университета БРИКС. И в этот же год министры иностранных дел России и Германии открывают вторую ежегодную летнюю энергетическую школу. Обсуждаются немецко-российские отношения. Летом 2019 года президент России посещает УрФУ, чтобы встретиться со студентами и молодыми учеными. В канун столетия вуз насчитывает уже почти 380 тысяч выпускников. За минувшие 10 лет появились десятки лабораторий и научных центров, оснащенных уникальным оборудованием. Сегодня Уральский федеральный университет один из немногих в стране реализует такое множество направлений подготовки. Инженерные, естественные, гуманитарные науки, экономика и управление, математика и информационные технологии. Университет принимает у себя чемпионат мира по программированию, международный турнир юных физиков, Менделеевский съезд и другие крупные международные события для образования и науки. Студенты и аспиранты побеждают в международных турнирах, выигрывают гранты. Научные сотрудники публикуются в заметных мировых изданиях. Университет становится лидером в России в сфере онлайн-образования. Один из первых в стране реализует проект «Цифровой университет». Сегодня Уральский федеральный – крепкий партнер крупнейших российских и зарубежных компаний. Новая амбиция университета называется «Передовые производственные технологии и материалы». Вместе с другими вузами и предприятиями УрФУ создает этот научно-образовательный центр мирового уровня. Шаг за шагом мы идем к нашей мечте – построить университет мирового класса в самом сердце Евразии. И это только начало.